Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Перед тем, как я стартанул каточку, на самом деле я даже не ставил себе никакой цели, чтобы что-то конкретное записать. Поэтому давайте будем отталкиваться от того, что будет идти с самого старта. Да и в принципе здесь такие легендарки, ну, хотя не, легендарки классные. Хотел сказать только что легендарки скудные, но по факту это легендарки классные. Можно сыграть через гоблинов-мехов и собрать себе легендарные фигуры. Можно сыграть через фулл богов, через орков, естественно, потому что там есть варлок. И что еще тут такого есть? Тут есть свенчик. А можно попробовать через демонов стартануть. Пытался, если что, я, кстати, записать волшебников, шаманов, и у меня немножко это получилось. Так что немного проспойлерю вам заранее. Так, не, ну гоблин убийца со старта это хорошо. И два волшебника это тоже хороший звоночек. Но. Может все-таки попробовать и тут катануть на шаманчиках? Короче, спойлер. Я записал одних шаманчиков. Мне они как бы не особо понравились, но в принципе неплохо зашли. Не особо понравились, потому что там было слишком много меты, было довольно-таки жестко, потно и тому подобное. Короче. Не знаю. Наверное, не поиграю сегодня на шаманчиков. О как. Блин, ну я, наверное, волшебника возьму. Я как бы хотел бы резака взять, но, наверное, я все-таки возьму волшебника. Хотелось бы мне, конечно, взять и резака, и Лину, чтобы усилить свой стол, но я думаю, через волшебников стартануть. Смотрите, если получится, то реально можно стартануть будет через волшебников. Через каких-то, не знаю, там, эльфов, либо магов, либо же кого. Так, блин. Блин, такой сложный выбор. Так, Дискорд у меня есть со старта, в принципе, неплохо пойдет. Ладно, все, я слишком много думаю о том, на чем сыграть. Правильно? Правильно. Давайте вот, скажем так, будем плыть за течением. Будем плыть за течением, что будет идти, от того я буду, естественно, отталкиваться. То еще не самое маловажное, это то, что там есть как бы реликвии, и можно от реликвии оттолкнуться довольно-таки неплохо. Клоака, талисманчик. Я, наверное, возьму, чтобы взять такое. Сначала я богов поставлю. И возьму вот этот Грааль. Со старта, в принципе, вот такой вот хп-реген будет неплохим решением. Плюс богов поставил. Возможно, у меня будут сейчас фуловые волшебники. У меня будет, соответственно, 6 богов со старта, что, в принципе, довольно-таки неплохо будет. Хотя, на самом деле, мне даже нечего юзать особо под богами. Ну-ка, давайте посмотрим, какой импакт. Так, Рангеральд стырил агр. Понял, спасибо. Импакт его сразу чувствуется. Сразу чувствует этот вот импакт от агра. Вы заметили этот импакт от агра? Добей еще одного. Добей еще одного, пожалуйста. Ну добей! Пожалуйста! Да не крути! Если бы этот дебил только что не взял, не крутанул свою способность, я бы смог добить. О, добил бы, короче, чувака и получил бы -1, а не -2. Так, ну, в принципе, ответ сам пришел по себе, да, правильно? Два Джаггернаута ко мне пришло? Пришло. Все, значит, что это означает? А это означает следующее. Будем играть через богов-орков. Будем делать следующим образом. Смотрите, я буду керрить Джаггернаута. Буду собирать его в троечку под посохом 3-го тира. То есть все как мы любим. Все как мы любим. Собираем, как обычного, бога-орка. Потом ставим 6 богов. Находим какие-то неплохие предметы для того, чтобы там было некоторый промежуток времени между их активацией. Понял, тут будут охотники. Ну, в принципе, боги-орки спокойно его заберут. Спокойно, в принципе, должны боги-орки их затащить. Хотя, может, и не смогут затащить. Ну, короче, смотрите. 6 богов ставлю, 4 горна ставлю, играю через Джаггера. Правильно? Правильно. Надеюсь, ко мне сейчас придет еще один волшебник. Я смогу поставить фуловых богов со старта. Хотя, на самом деле, фуловые боги со старта это какая-то дичь. Как-то не верю я в них особо. Там Ападон 2 звезды уже. В общем, в чем плюс 6 богов? Плюш. Хотел, просто сказал плюш. Вместо того, чтобы сказать плюш... Че, идиот? Какой плюш? Короче, кто услышал, тот услышал, но я сказал плюш вместо плюс. В чем плюс 6 богов? Смотрите, у вас 6 богов. За каждую активацию предмета
скидывает откат как способности, так и предметов на 30% от текущего отката. То есть, если у вас 5 секунд КД в промежутке, юзнулась какая-то способность, кстати, спасибо, еще один у меня есть. Волшебник. И маги можно поставить будет. Или магов мы не можем поставить? Наверное, не можем. Наверное, это мы не можем. А мне чуть-чуть, кстати, не хватает. Знаете, я как-то в Джаггернаута не особо верю. Я больше всего верю в Разора по АОЕ дамагу. Сейчас мы это, кстати, и увидим. Прав я или не прав? Или у меня сейчас вечность простоит в хексе? Молодой Разорчик. Так, ну откилл. Благо сейчас хекс не полетел меня, а полетел кого-то другого. Это хорошие новости. Так. Не, ну неплохо. В общем, за каждую активацию предмета скидывается ваш откат способностей предметов на 30% от текущего времени. Походу у меня будет разор 2 звезды. Я не против. Я не против, что у меня будет разор 2 звезды. Я наоборот только за. Обоими руками за. Ай, боже, там такой охотник огромный будет. Я не знаю, чем будет охотником не выносить. Но через фуловых богов и горн, возможно, у меня получится забрать этого охотника, но не факт. Короче, посмотрим. В любом случае будем играть пока что через волшебника, потому что они ко мне пришли. Возможно, мне понадобится сыграть через воинов, потому что на самом деле я и лучше бы и воинов поставил. Что-то я так подумываю, что лучше бы поставить сейчас воинов вместо фуловых богов. От фуловых богов как-то проку мало сейчас. Если бы у меня было куча двоек, тогда да. Если бы, кстати, я сейчас разор закастовал, то я бы пол вражеского стола бы снес. А я давайте я кунку поставлю. Пусть кораблик чаще кидает свой. Правильно? Можно было бы и 9 магов поставить. На самом деле, когда ты играешь на волшебниках, у тебя так руки раскрываются. Ты хочешь все абсолютно собрать. Воинов. На самом деле, здесь вот логичнее всего смотрятся воины. Я вот смотрю просто на этого охотника в топе. И понимаю, что воины здесь довольно-таки хорошо будут смотреться. Да, он в любом случае будет меня жестко сносить. Потому что у меня нету как бы нормального апгрейда, нету предметов в плане брони и тому подобное. Понял, антимаг. Угу. Но сразу хочу сказать, что этого антимага я не вытащу. Он мне в любом случае будет сносить табло по полной программе. Закастуй свой ты отхил. Не успею, да, еще разочек закастить? Или успею? Успел. Если бы вот эта жрица закастила немножко раньше бы свой отхил, скорее всего, я бы снес его. Но Абаддон 2 звезды как бы порешал. Ощутимо, конечно, КД падает на способности. Можно некра поставить, кстати, вместо разорчика. Пока у меня разорчик в единицу, можно поставить некра. Некр будет намного чаще хилить, все такое. Это будет прям то, что доктор прописал. Еще вот так вот ману возьмем сверху. И надо сейчас посмотреть, что мне упадет за реликвия. На самом деле, какую реликвию я хочу? В первую очередь, мне бы и хотелось предмет 3-го тира. Это по-любому. Почему нет? Ну, можно да. Вот, предмет 3-го тира и... Наверное, все-таки... Хотя нет, жезл Киры уже поздно брать. Жезл Киры нужно брать в том случае, если же я бы играл сейчас на минимальном уровне. На минимальном уровне. Не, ну, все-таки не зря некра поставил. Нормально он так кирит в единицу под 6 богами. Добротно, я бы сказал бы. Но в любом случае меня там антимаг вынесет. Мог бы взять мастерскую бума, но... Все. Тут как бы решено, ребят. Я думаю, все прекрасно понимают, что здесь уже будет. Тут гадалки не ходи, и так все понятно, что я буду собирать. Правильно? Раз мне упал посох 3-го тира, то это означает лишь то, что это будет что-то магическое. Поэтому будем собирать что-то магическое. А вот что конкретно, пока что неизвестно. Орк-жрец пришел, это, конечно, хорошо. Это, конечно, хорошо. Но как мы можем еще поступить?
В общем, я там говорил, что антимаг мне в любом случае вынесет, и это 100% так, потому что мне его нечем вынести будет, и Кунка не сможет кастовать свою способность, потому что он элементарно присосется антимаг, и что потом? Не успеет ману собрать, не успеет ничего сделать, и так далее, и так далее, и так далее. А ни хрена себе ты дамага надавал, Некор. На секундочку, Некор нанес 2200 урона магического. 2200. Кунка двушку. Круто? Еще как круто. Пока морскую волшебницу ее упакую обратно из расширенного пула. Мне она особо сейчас не нужна. Кстати, ребята, забыл вам сказать информацию. Супер важную информацию. Смотрите. Первое. На моем канале проходит розыгрыш. Подробности в телеграм-канале в закрепленном сообщении. Это первое. Если что, телега закреплена как в описании под видео. Под видео закреплен телеграм. А еще ты, падла, как ты нашел Джаггернаута в 2 звезды? Закон подлости. Тебе пришло 2 Джаггера, ты его в жизни не найдешь. Какой-то рандомный типочек соберет его просто налегке. Даже если ему он вообще не приходил. Ну это... Ой, ладно, короче, все. Минуточка информации, ребят. Минуточка информации. На моем канале проходит розыгрыш. Подробности в телеграм-канале в закрепленном сообщении. Кто еще не участвует, обязательно участвуйте. У вас есть шанс получить наушники Fofine Ampligame H6. Поэтому, ребят, в белом цвете красивые, шикарные наушнички. Прям топчик. Топчик за свои деньги. Поэтому, кто еще не участвует, обязательно заходим в телегу, читаем условия и участвуем. А еще я хочу вам сказать следующее, ребят. Я начал проходить сюжетные игры, и если это кому-то интересно, то открывайте ролики и смотрите. Там есть уже первая моя сюжетная игра. Это хоррор Alien Isolation. И что я хочу вас попросить, это дать мне полноценный фидбэк насчет этого хоррора. То есть, как я его снял, как преподнес, насколько интересно, что поправить можно. То есть, мне нужен от вас полноценный фидбэк насчет вот прохождения игр. Все, ребят, жду. Вот все, две эти информации. А еще, кстати, сегодня будет стрим. Стрим в 6 часов вечера по киевскому времени. Сегодня. Не завтра, не послезавтра, а именно сегодня. Мне 2 урока жреца пришло. Боже, на самом деле, ты вот хочешь минутку информации сказать, да? И ты прекрасно понимаешь, что из-за того, что здесь происходит сейчас на столе, ты это нормально, адекватно не можешь сказать. Тебе хочется прокомментировать происходящее на твоем столе. Я, кстати, поставлю сейчас воина, потому что меня задолбал этот охотник. Реально задолбал. Сил уже моих нет. И что ты сделал? Сейчас, короче, на устрике немножко. А потом я поставлю воинов. Чуть позже. Сейчас мне нет смысла ставить воинов. Я кунку продал случайно. Да. Продать кунку это, конечно, гениальное решение. Ребят, всем рекомендую это решение принимать при своих действиях. По-любому делайте так. Где мой Джаггер? У меня есть идея. У меня есть гениальная идея. Заключается она в том, что я буду ставить фулл воинов, ребят. Вот в чем заключается моя гениальная идея. Сейчас будем играть через воинов. Через воинов и буду ставить Керри Вайпера. Для того, чтобы поставить Керри Вайпера, мне нужно выйти в 7 уровень. И когда я выйду в 7 уровень, мне нужно этого Вайпера будет собрать в 3 звезды. 62 хп у меня сейчас, в принципе, все более-менее. Реально более-менее. Нужно будет предметы на урон найти. И желательно, чтобы мне сейчас маска 2-го тира упала. Маска берсерка, чтобы я смог себя отхиливать. Я надеюсь, сейчас от мобов ты не откиснешь? Не разочаруй меня, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты от мобов сейчас откисал. Попозже можешь, но не сейчас. Хотя нет. Вообще не можешь ты откисать от мобов. Запрещено. Отказано. Но ты тварь, а не Джаггер. Мне вот интересно, когда ко мне придет Джаггер в 2 звезды? А ну-ка, пишем в комментариях, когда мне придет Джаггер в 2 звезды. Уже 15 раундов прошло с того момента, когда ко мне пришло 2 Джаггера. 15, мать его, раундов. Ладно. Угу.
Угу. Ну, Кираса это, конечно, классная тема, но мне Кираса не нужна. Хотя, короче, если что, я не просто так скипнул эту плиту. Мне необходим был предмет, это бусы третьего тира. Бусы третьего тира мне необходимы были позарез. Поэтому я скипнул, если что, вот эту вот плиту, которая дает 6 брони. Это тоже очень хороший предмет, но я сделал ошибку все-таки. Я считаю, сделал огромную ошибку, то, что скипнул этот предмет. Но бусы мне были важнее сейчас. Но так как мы видим вот это вот, то мы прекрасно понимаем, что лучше бы я взял эту плиту. Взял бы эту плиту, проблем бы реально таких не было. Грангеральт почти смог. Рубик почти смог. Почти. Но почти не считается, правильно? Надо, наверное, взять уровень все-таки по-любому. Вот был бы у меня Джаггернаут 2 звезды, сколько бы проблем я лишился? Сколько? Да миллион проблем бы я лишился. Я думаю, ролить мне или не ролить. Хотя на самом деле, я думаю, все-таки надо распродать половину своего стола. Не знаю, короче, сейчас посмотрим. JKP. 7 хп. Что-то непонятное. А как так получилось, что у него 7 хп? Ладно. Ладно. Видимо, у человека игра вообще не пошла. Это, в принципе, как у меня с Джаггернаутом отношения. Не пошло. Так, ладно. Сейчас на следующем раунде я начну ролиться. Так, отлично, ко мне приходит то, что мне надо. Еще бы не лагало, было бы замечательно, но игра слишком требовательная к системе, поэтому игра лагает. Спасибо. Ух ты, ничего себе, кто к нам пожаловал. Это же всеизвестный, всемирный Джаггернаут, который пришел мне на 18-м раунде. Тварь ты, светящаяся. Да. Да. Да, девочки. Интересно, я хотя бы рыцаря смогу забрать? Но у меня есть подозрение, что не смогу. Был бы у меня, кстати, надо будет все-таки реально брать уровень. Или паролить, может, немножко. Или уровень взять, или паролить, или уровень взять. Ну, наверное, стоит все-таки взять уровень. Попробовать найти Гримтача, поставить Грангеральда. Ой, Грангеральд. Какой Грангеральд? Жрицу надо будет поставить, когда у меня будет Гримтач. О. Опа. Так, это мы продаем. Я думаю, морскую волшебницу оставить. Потому что, мало ли, я смогу перестроиться вдруг чего в этого. В морского. Все, смотрите, сейчас я буду 100% выносить большинство столов моих противников. Большинство столов. В общем, если там вдруг чего нарисуется маг, я выставляю ему просто на лицо морских, и все. И игра закончена. Хотя, если я буду играть через вайпера, этого даже не надо будет. Ой, какая падла. А в принципе, и ладно. Шрифма сама собой появилась. Чисто только что антимаг сам себя взорвал. Такое нам нравится, правильно? Такое нам нравится. Но все равно играть на антимагии это 10 стаков уже на посохе, хорошо. Так, охотнику. Я сейчас уже прикольчик устроил. Только почему у нас ничья получилось, этого я не понял. Я, кстати, сейчас буду брать уровень потихоньку. Смотрите, какая идея. Я возьму 8. На 8 уровне я буду ролиться. И буду пытаться найти бусы, либо что-то еще.
И вот сейчас после этого раунда я буду ролить предметы. Надеюсь, что мне упадет мастерская бума. Упадет мне мастерская бума, я переролю предметы и попробую найти либо предмет 3-го тира, либо 5-го тира. Смотрите, упадет мне предмет 3-го тира бус, будет все замечательно, будет все прекрасно, потому что у меня каждый воин будет отхиливаться по нанесенному ему урона. Но, на самом деле, самое важное, чтобы мне упала маска 5-го тира и кираса. Вот эти вот два важных предмета. Почему они важны? Потому что, смотрите, два этих предмета будут хилить. Нереально. Маска 5-го тира будет вообще нереально много хилить. Поэтому маска 5-го тира мне, скорее всего, даже более важнее, нежели какой-то другой предмет. На мгновение мне показалось, что у меня сейчас Джаггернаут откиснет. На мгновение. Это так. Минутная слабость была. Спасибо. И Хускар еще апгрейднулся. Хускар, это хорошо. А ну-ка так рисуем. Я думаю, мифриловый доспех стоит взять. Знаете, почему стоит? Если я планирую играть через Вайпера, то мифриловый доспех мне нужен кровь из носа по той лишь причине, что если вдруг ко мне придет Дум и закинет его на Вайпера, то он умрет сразу моментально. А вот мифриловый доспех спасет меня от этого. Поэтому надо это юзать будет. Надо это будет юзать. Там, кстати, собирается маг, потому что он собрал себе еще и драконий рог, но мне как-то на это плевать. Этого мага я сейчас вынесу на одном дыхании. Во-первых, у меня есть Хускар 2 звезды, во-вторых, у меня воины, в-третьих, у меня посох 3-го тира есть. То есть, в принципе, я мага сейчас могу не опасаться. Даже мифрилового доспеха мне сейчас опасаться не надо. У меня... Ой, Молодец. Какой мифриловый доспех? Я имел в виду, если что, это Дума. Дума мне сейчас опасаться не стоит от слова совсем. Ну, вот как видим, и мага тоже. Пока что ХП реген Хускара меня радует. Усиление на месте, это хорошо. Выйду немного из инкама. Так, Кунка сюда. Мне тебя, конечно, некуда сейчас поставить, но все же. А что-то типа Вайпера можно? Пожалуйста. И Темпларок. И инвестиция в хорошее будущее. Так, ну я, наверное, Темпларочку поставлю. Так, охотник, ну-ка, иди сюда. Помнишь, ты меня там где-то, ну, в какое-то энное время выносил без шансов? Пришла пора вернуть должок. Я надеюсь, ты готов, мой сладкий. Ой. Ой. Знаете, в чем минус такого билда? Мы будем играть через одного персонажа, который будет выживать, который будет уничтожать. И все такое. Яйцо. Я попробую сейчас предметы перекинуть в Вайпера, хотя на самом деле я не уверен в Вайпере. Если у Хускара есть свой хп-реген, то в Вайпере его нет. Ну ладно. Так, это непонятно что у нас собралось. Орк-воин какой-то. Кого собирает, непонятно. Ну, жрица, кстати, у меня есть падает хил. Поэтому, в принципе, Вайпер не должен быстро откиснуть. Вайпер, в принципе, не должен быстро откиснуть, потому что есть у меня жрица. А жрица поможет как бы ему хилиться. Это хорошо. Мне бы эту жрицу в 3 звезды. Возможно, даже тогда бы мне маски как бы не надо было бы. Мне сейчас пока что нужно опасаться. Это все-таки мага. Маг меня может снести. Эльфа не боюсь, потому что у меня как бы один... Сколько? Раз, два, три, 4. У меня 4 персонажа с маной. На первой линии у меня стоит только 2 персонажа с маной. И вот эти вот 2 персонажа с маной я бы в будущем заменил бы. Надо будет заменить, только на кого пока непонятно. Я, наверное, кстати,
Рискну после 25-го раунда и попробую рольнуть шмотку. Ну, наверное. Пока не уверен. Пока не уверен. Мне нужен предмет 3-го тира, это бусы. Либо же что-то. В принципе, можно уже попробовать и 5-го тира найти. Мне кираса нужна будет. Так, минус убийца. Плюс шмотка. Так, охотника я уже полноценно унижаю. Ну как полноценно унижаю? По минус 2 даю ему. Но полноценно унижаю. Это самое главное, ребят. Самое главное, это то, что я его выношу. Правильно? Правильно. А знаете, в чем минус вот такого вот билда еще? То, что он может собрать сверху ведьмаков и моих воинов снести подчистую. Но, если я найду маску 5-го тира, найду вайперов 3 звезды, то будет следующее. Я оставлю 9 магов, и вот этот вот охотник, который играет через ведьмачков, быстренько умрет. А так как он еще собрал себе 9 охотников, он, похоже, в себе слишком самоуверен. Эльфа не боюсь, мне плевать на него. Надо попробовать, наверное, предмет 5-го тира найти все-таки. Кстати, щиточек тоже неплохой предмет, он мне пригодится. Интересно, что мне сейчас за предмет с 3-го тира упадет? О, да! 3 щита. 3 щита у меня, на минуточку. На минуточку у меня 3 щита. Не, ну маску 5-го тира мы берем. Маску 5-го тира мы по-любому берем. Это не обсуждается. Закидываем вайпера и просто сейчас будем выносить каждый стол. Еще минус этого билда в том, что в действительности этот билд легко законтрить. Смотрите, элементарно Doom может спокойно законтрить вайпера. Но для этого у меня есть мифриловый доспех. Это первый момент. Второй момент. Минус, самый главный минус, это то, что вы минимум наносите урона вашему противнику. Минимум. То есть вы наносите по минус 2 за каждый выигрыш. Если вы остаетесь 1 на 1, то это круто. Но если вы остаетесь вот с такой вот толпой, это уже не круто. В любом случае, сейчас выхожу в 50 монет плюс, и я думаю все-таки брать уровень и пробовать искать Свена, на всякий случай. Либо же кого, либо же что, либо кого. Либо же что, либо кого. Мне бы, наверное, усиление какое-то найти. Наверное, все-таки мне стоит найти вайперов 3 звезды в первую очередь, и не брать уровень. Найти вайпера, найти Хускара, найти Эгиду и найти жрицу. Кстати, там Абадон с маской. Абадон с маской. Неплохо. А, кстати, можно ж найти взгляд Азеса. Взгляд Азеса это будет имбовая шмотка на вайпера. Потому что вы будете давать минус 100% скорости атаки. Там у каждого керри вражеского будет скорость атаки около 5 секунд. Раз в 5 секунд он будет давать тычку. Нормально? Я думаю, да. Морских поставил чуть-чуть. Если ты не соберешь ведьмаков, то тебе ничего не поможет, дорогой. Ничего. Понимаешь? Ничего. Ни грамма тебе ничего не поможет. Эльф там сильный, но такое себе. Есть маг. И я думаю, я уже и мага спокойно переживу. Да, я что-то уверен в том, что маг мне ничего не сделает. Абсолютно ничего не сделает. Да, он будет выносить весь мой стол, но 1 на 1 с вайпером он умрет. Кстати, у Свена скилл называется Crazy Dance. Сумасшедший танец. Ну, в принципе, хорошо подходит это название. Ой, какая незадача, собрал имбу в 2 звезды и не может убить вот этого вот вайпера. Как приятно на это наблюдать, когда антимаг в 2 звезды умирает. Как же приятно, ребята, как же мне приятно. Что? Что? Он в Трента засунул посох 3-го тира? Не в антимага, а в Трента? Меня люди удивляют все больше и больше. С каждым разом я удивляюсь все больше
и больше. Засунуть посох третьего тира не в антимага, а в Трента. Это что-то новенькое. Но это, в принципе, скилловички. Это скилловички. Они показывают явное свое преимущество над другими вот такими вот мувами. Просто закинуть посох третьего тира в Трента, а не в антимага. Ну. И самое смешное то, что вот этот вот антимаг 2 звезды, даже не имея посоха третьего тира, вот только такие предметы, которые в нем находятся, позволили ему зайти в топ-5 как минимум. Смешно? Очень. Чел даже не понимает, что ему делать с этим персонажем, и все равно в топ-5 зашел. Ну вот, я ему по минус 2 даю. Прикол, да? Сейчас 9 выйдем, после этого я уже буду ролиться. Либо же в 10 выйти. Выйти в 10 или не выйти в 10? Муэрта в 3 звезды? Ничего себе. Хорош. На самом деле, если он закерит Муэрту, то он может моего вайпера пробивать спокойно. Главное, чтобы у него были хорошие предметы. Пока у меня вайпер... Ну, даже если у меня вайпер, наверное, будет в 3 звезды, его Муэрта может спокойно пробивать моего вайпера. Спокойно, на одном дыхании. Как по мне, Муэрта это сильнейший охотник. Как по мне. Даже сейчас, когда она там нерфанутая очень-очень-очень сильно. С того момента, когда там у нее была... Короче. Даже сейчас Муэрта в 3 звезды это очень жесткий персонаж, особенно под охотниками. Очень жесткий персонаж. Так, маг, до свидания. Рад был с тобой повидаться, руку пожал, обнял, поцеловал. Но то, что чел нашел себе уже 2 персонажей в 3 звезды, это уже слишком, по-моему. Это уже слишком. Но, кстати, он может даже сейчас меня пробить. С такими вот шмотками он может меня спокойно пробить. Вот эти вот криты, они какие-то немного имбовые. Сейчас объясню почему. Смотрите. Вот эта вот Муэрта, она когда включает свою ульту, и у нее как-то криты странно работают. Что я подразумеваю под этим? Смотрите. Когда у нее прилетает крит в форме ее, то там то ли двойной крит проходит, то ли что, но с одного крита персонаж умирает. Несмотря на то, что у тебя там будет магическое сопротивление, физическое сопротивление, просто прилетает, похоже, двойной крит. Как это? Надо, кстати, будет ее записать. Хотя в текущей мете, когда есть антимаг, такое себе записывать Муэрту керри. Элементарно антимаг присасывается к Муэрте и все, и что делать потом? А ничего не делать. Муравью болтик приделать. Не знаю, на самом деле, чем мне брать за реликвию. Тоже что ли имбу собрать? Хотя нет, не буду. Хотя нет, не буду. Не буду собирать имбу. Не хочу. Я буду вот просто рубить правду матку против всех без имбы. Не буду никаких собирать манки кингов, антимагов. Просто вот как есть. Идем на том, что есть. Не, ну конечно спасибо, но я хотел, чтобы мне мастерская бума упала какая-то. Либо же предмет 3-го тира. Я бы не отказался от предмета 3-го тира. Предмет 3-го тира имба. Я имею в виду реликвия. Я бы там хотел найти как минимум это взгляд Азеса, как максимум бусы 3-го тира, потому что чтобы все мои воины хилились. Или же. Да, ну, в принципе, больше еще ничего такого. Ну, взгляд Азеса, либо бусы. Один из этих предметов мне кровь из носа необходим, потому что он самый сильный предмет. Все. Ну, именно для моей сборки, имею в виду, на вайпере. Так, вайпер идет. Дум! Я совершенно забыл про этого Дума. Я о нем только недавно говорил и все равно забыл за него, прикиньте. Ну ладно, бывает. Ничего страшного. Ничего страшного, правильно? Да, надо выходить из инкама, надо вайпера апать. Пожалуйста, еще. Это что происходит? Я За сколько роллов я только что нашел себе вайпера в 3 звезды? За 3 или 4 ролла я себе нашел вайпера в 3 звезды? Серьезно?
Это получается, бог рандомами меня сегодня благословил на все, что только можно? Ой, ой, смотрите, как антимагу сейчас будет приятно сосать ману у того, у которого нет маны. На самом деле, как же это приятно наслаждаться тем, что антимаг умирает. И что антимаг ничего не может. Это приятно. Мало ли того, что чел засунул ему посох 3-го тира в Трента, а не в антимага. Ему говорю. Ладно. Там у всех осталось по лоу хп. Сейчас мы останемся с охотником 1 на 1. И я устрою ему такое. Мы с ним пообщаемся тет-а-тет. Не знаю, кунку брать, не брать. Брать, не брать кунку. Я думаю, кунку не стоит мне брать. От него сейчас будет мало проку. Почему он снайпер оставляет Керри, мне непонятно. Как по мне, Муэрто намного сильнее Керри, нежели снайпер. Не, я, может быть, и ошибаюсь. Но, как по мне, Муэрто сильнее. Напишите мне в комментариях, кто сильнее, снайпер в 3 звезды на слотах, либо же Муэрто в 3 звезды на слотах. Я ставлю на Муэрту. Как вы думаете? Он перестановку сделал. Чел, тебе это не поможет даже так, поверь. Тебе это не поможет даже так, как ты видишь. Вообще не помогает, да? Ой, как обидно, наверное, тебе. Как же тебе, наверное, обидно. О, кстати, он после 3-го тира кому засунул? Минус. Минус. Все, мы остались с магом. Как же ему не повезло 2 раза ко мне прийти. Ему так обидно было, скорее всего. Отвечаю. Буду ждать следующий раунд. На следующем раунде посмотрю, что мне придет за шмотка. Если придет хреновая шмотка, то я переделаю эту шмотку в 4-го тира. Хотя там еще маг есть. Скорее всего, он в скором времени вылетит. Да не скорее, а вылетит. Вылетит еще и как. Со свистом вылетит. Интересно, сколько раундов у нас пройдет сейчас с охотником? Мы же с ним останемся 1 на 1. Вот мне очень интересно, сколько раундов сейчас пройдет, когда мы будем с ним 1 на 1 драться. Чел даже... Челу настолько, ну там буква Ю такая. На все... Как бы по губам прочитайте. Буква Ю мне на все... Именно так. Именно так я описываю этого охотника. Ну только... Ну, самое смешное, реально, сколько раундов пройдет с ним 1 на 1. У него 85, ну 81 хп сейчас, на минуточку. 81 хп. И вот сколько раундов-то пройдет? Сколько? Боюсь себе представить. Я думаю, там раундов, ну, 10 1 на 1 как минимум пройдет. Ему настолько плевать, он вообще ведьмаков не ставит. Что там за план? Что там за тактика? Никакая тактика тупо мочим? Маг тоже меня приколол. Либо же ему жестко не повезло. Он вообще не находит себе посох 3-го тира. Вот с мага я удивлен. Он реально не находит себе посох 3-го тира. Да, он нашел драконий рог, но посох 3-го тира он такой... Ай да... Так пойдет. Еще одна буква Ю. Блин! Я подумал на мгновение... Я подумал только что на мгновение, что это упал взлет из Эсса. На это упал шар бездны. Ну, в принципе, шар бездны пусть будет. Я сейчас ко мне придет маг, я его быстренько атата сделаю, и все. Ну, у него 63 монеты, такой думает. Ведьмаков ставить или не ставить? Вот в чем вопрос. Но ведьмаков мы ставить не будем. Вообще не будем. Зачем нам эти ведьмаки сдались? Зачем они нужны, правильно? Нет, чел, хорош. Делай так. Делай так. О, еще и догончик. А догончик нам надо. Догончик, это хорошо. Сейчас маг вылетает. Я переделываю вот эти вот бесполезные шмотки. И нахожу предмет 5-го тира. Мантия. Интересненько. Ну, кстати, знаете, как еще этот охотник может мне вынести? У меня же сейчас брони особо нету. Охотник этот может мне вынести жестким уроном. То есть, если ему упадет рапира 5-го тира, под критами он может меня спокойно вынести. Это без рофла.
Он реально так может сделать. Там охотник сносит... Там маг сносит охотника. Забавно. БКБшку нашел. Ну, БКБшка против меня это... Ничего не значит. Вообще. Мне плевать. Ну да, смотрите. Если чел найдет себе рапиру, то под рапирой он в действительности сможет моего вайпера пробить. У моего вайпера нету никакой физической защиты. То есть у меня нет предметов сейчас на защиту от слова совсем. Я имею в виду вот эту вот броню, плиту 3-го тира, кирасу 5-го тира. То есть у меня нет таких вот предметов. Активирую уже тут бесполезно жезл Кира. Ну как, он полезен, этот жезл Кира, но не сейчас, не на этой стадии игры. Хотя, если мне повезет собрать Хускара, Жрицу и Гримтача, то, в принципе, тогда это полезный предмет. Очень даже полезный. Эх, ого. Видели? У него был огромный шанс меня только что снести на своем снайпере. Так, ну тут он вынес его. Все, надо переделать предметы, мне надо кираса. Мне кровь из носа необходима кираса. Кровь из носа. Я с кираса себя буду уверенно чувствовать. Кстати, надо на всякий случай магов собирать. Ну ладно, я, наверное, возьму бессмертие. Да не, наверное, а возьму бессмертие. Бессмертие — это имба. Но кираса мне все-таки в данный момент даже было бы посерьезнее. Смотрите, кираса, почему я так за нее говорю, она работает на всех, не только на мейн-фигуру. И вот все бы бафнулись по урону, и его же вражеские охотники быстрее бы умирали. Но получается то, что имеем. Ну ладно, чё? Чё уж там? Чё уж там? Надо апгрейдиться потихоньку. Мне не хватает, получается, одного Хускара, 2 жриц и 2 эгид. Так, а ну-ка сейчас поставьте ролик на паузу и напишите в комментариях, сколько раундов сейчас пройдет 1 на 1. Вот сколько. Я ставлю штуку 7, наверное. Ставлю 7 раундов. Ставлю 7 раундов, потому что. 7 раундов, ребят. 7 раундов пройдет сейчас. 7. Я просто Александр Таролог. Таролог Александр. Экстрасенс Александр, так лучше звучит. И все такое. Вообще все равно. Ну, вообще плевать. Абсолютно плевать мне. Меня удивляет нервная система этого охотника. Вместо того, чтобы в действительности собирать то, что ему надо, ведьмаков в данном случае, он собирает дальше 9 охотников. Жрица апнулась, это хорошо. Подгончик то, что надо. Можно мне с мобов сейчас упадет взгляд АЗС, либо же мне упадет плита 3-го тира? Пожалуйста. Очень хочется. Очень хочется. Очень хочется один из этих предметов. Правильно? Правильно. Правильно. Но магов я, наверное, все-таки на запасочку соберу. На всякий случай. Жалко, сейчас нет вот этого предмета, по-моему, он 2-го или 3-го тира был, который добавляет процентаж к отхилу. Там, по-моему, 20% от хила давало. Классная была шмотка. Кстати, ремешочек это возьму. Ремешок я возьму. Этот ремень дает плюс 10. Плюс 10 целых единиц армора. Для меня это много. 10 армора это на воинах X2 дает 20 армора. Ой-ой-ой. А это опасно.
Чел, если что, только что нашел мантию 4-го тира. Если он... Вот. Вы прикиньте, насколько ему сейчас фартануло. Он нашел мантию. Все, пошел в чат. GG. Чел. Чел. Релакс. Ты не на того нарвался. Я не из тех робких девочек, которые будут сейчас опускать руки и не драться до конца. Поверь. Поверь, чел. Это только начало. Я сейчас поставлю либо магов, либо кого-то другого, и ты будешь плакать. Да, мне надо будет, короче, предметы сейчас брони все равно скипать. И сейчас будем искать магов. Да, можно ради теста поставить духов, но я как-то в духов не особо верю. Но ради теста, в принципе, можно поставить. Чисто по приколу. Как же много мне надо будет персонажей трехзвездочных убрать. Так не хочется. Да, надо будет поставить 9 магов, скорее всего. Но хочется поставить духов. Попробовать чисто. Ради прикола. А вот поставил бы ты ведьмаков, проблем было бы меньше. Всего лишь надо было поставить ведьмаков. Блин, ну как я не хочу 3 воинов лишаться? Как... Ну, в принципе, так можно сделать тоже. У него 4 фигуры 3 звезд. Сильно? Очень. Но это ему сейчас не поможет. Посмотрим, насколько у меня духи помогут. Хотя я довольно скептически отношусь к духам. Но! Уже, ну, 4 фигуры 3 звезд. 4 фигуры 3 звезд на минуточку. Он еще и медузу собирает в 3 звезды. Полностью все бабки сролил. У него хорошие предметы. У него сейчас, если что, снайпер бьет чистым уроном. Из-за того, что у него есть мантия. Ну-ка посмотрим на этих духов. Как они срабатывают. Сильно? Я считаю, сработали вот так эти духи. Ну, класс. Спасибо. Никогда больше в жизни духов не поставлю. А это могла быть фатальная ошибка. Ребята, если вы смотрите этот ролик и видите вот такую вот ситуацию. В жизни не ставьте духов. Помойная синергия, которая адекватно не работает. Никогда не ставьте. Если только у вас есть дух пятерка, то вы берете духа пятерку и ставите любую другую синергию, но не духов. Духи — это биомусор. Просто биомусор. Я сейчас поставил 9 магов, вот мы сейчас с тобой поразвлекаемся, молодой. Как я тебе сказал, я сдаваться не буду и буду драться до конца. И вот 9 магов мне в этом прекрасно помогут, поверь. If I jet LS, you don't. А ну-ка, ребят, напишите мне в комментариях, что он там написал. Ну, раз он так в чат пишет, то в конце я ему тоже напишу кое-что. Знаете что? Просто кину ему в чатик знак вопроса, если у меня, соответственно, все получится. А я более чем уверен, что у меня все получится. Вот да, снайперы, ну бывает такое, да? А говорят те, кто в чат не пишут. Кстати, а давно я не видел Рошана. Сейчас у нас 45-й раунд, и есть и Рошан, прикиньте. 45-й раунд. Я давно не доходил до 45-го раунда. Давно не доходил. Мне, кстати, нужно будет предметы поскипать некоторые. Я хочу предмет найти 5-го тира. Ну, кираса мне уже нахрен не нужна, поэтому кираса мне сейчас упадет 100% из 5-го тира. Мне будет необходим щит 5-го тира. Щит 5-го тира — это имбуля. И, кстати, сейчас одна ошибка, и ты ошибка. Вот сейчас, скорее всего, будет конечный раунд. Скорее всего, будет конечный раунд. Хекс тоже, в принципе, пойдет. Либо же Хекс, либо же щит. На самом деле лучше щит.
Почему? Потому что он может свою тычку вернуть себе и себя ваншотнуть. Поэтому щит 5-го тира мы берем. Все, там вечное обледенение на Рошане из-за Хускара. Чисто Хускар настакал свои стрелы, наделал грязи. О, чисто чемпионский пояс. И еще и цепочка. Сколько за 1 секунду. Так, у тебя там есть обезоружь, но мне на это обезоружь плевать. Думаю, у тебя нет, это хорошо, ты молодец. Я говорил, что Кирасу пойдет. Мне повезло, что мне упал щит сейчас. Ей-богу, спасибо, бог рандома, спасибо за сегодняшнюю катку, спасибо. Это одна из лучших каток, где бог рандома мне улыбнулся на все 32 зуба. Одна из лучших каток. Одна из. Мне люто повезло, что упал щит, а не упала какая-то хрень. Мне могла упасть рапира, которая мне нахрен не нужна. А у меня есть щит 5-го тира. Все, ему хана. Поверьте моим словам сейчас. Ему хана. Без шансов чел будет плакать кровавыми слезами. Смотрите, просто. Без смс-регистрации. Просто. Сейчас можно убрать руки и все. Хотя на самом деле, он бы не кирил бы снайпера. У него есть мантия 4-го тира. Чел кирит себе снайпера вместо того, чтобы закирить Свена. Под БКБшкой этот бы Свен с активацией способности вынес бы все. Но, как вы видите, вот результат. Смотрите просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, ой. Ой, стычка вернулась тебе, да? И вот знак вопроса тебе в чатик. Я не ЧСВ, но на такое ответить надо. Просто знак вопроса. По-красивому. Молча. Без выеживаний. Ну, он мог спокойно себе закерить Свена и спокойно вынести все и вся в этой катке. Просто закерить Свена. У него была мантия 4-го тира. С этой мантией 4-го тира делай, что хочешь. Вот реально делай, что хочешь. Но чел решил так. Играть через снайпера. До конца. Он мог еще... Короче. Мне добавить здесь нечего. Мне там, кстати, вспомнил. Мне там в комментариях писали, как законтрить 9 охотников. Вот, ребят, вот как законтрить 9 охотников. Спокойно, на одном дыхании. Поставил ведьмаков, поставили магов. Через вайпера играете, собираете такие шмотки, выносите вперед ногами. Все. Это как бы один из билдов, который можно законтрить охотника. Ну, что еще такого добавить? Да, в принципе, особо и нечего. Единственное, мне непонятно, почему он не закирил Свеном. Он реально мог же закирить своего Свена, у него там было БКБ на 5 секунд. Он с этим БКБ 5 секунд мог спокойно снести очень много Свен. То есть я считаю, что Свен в данном случае был бы лучше. У него Свен в 2 звезды. Прикиньте, Свен в 9 охотников. В 9 охотников, на минуточку. Свен в 2 звезды. Под мантией. Круто? Я считаю, да. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забываем ставить свои лайки, потому что ваши лайки помогают продвигать мой канал в тренды, в рекомендации и так далее, и так далее, и так далее. А еще от автора будет максимальное, запредельное, космическое, галактическое уважение. Поэтому, ребят, не забываем ставить лайк и оставлять комментарий в поддержку автора. А также, ребят, кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписываемся, чтобы не пропускать качественный контент. А кто не подписан на мой Telegram канал, обязательно подписываемся и на Telegram канал, потому что у нас там есть чат комьюнити. Плюс там провожу розыгрыши и всякую информацию веду свою там о личной жизни и так далее. То есть, короче, еще свой небольшой личный влог. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в описании, в комментарии, а также на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!